Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн рубрика «5 минут с искусством». С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова, и моя собеседница, редактор глянцевого издания Мария Авилова. Всем привет! Как говорил Жан Кокто, я знаю, что искусство нам совершенно необходимо, только не знаю зачем. Попробуем разобраться. Сейчас в Пушкинском музее идет выставка «Брат Иван». Она основана на коллекции братьев Морозовых. Ты уже была? Еще нет, но очень хочу побывать. Меня вообще эта тема очень интересует, почему люди начинают коллекционировать. Как сказал мне один гениальный художник, все коллекционеры – это больные люди. Почему? На самом деле феномен коллекционирования изучался психологами, и они говорят, что в основе этой страсти лежат два инстинкта – инстинкт охотника и инстинкт самосохранения. Как интересно, охотники. Ну да, то есть со всеми вытекающими стадиями, да? Погоня, добыча, борьба, использование и потом, как правило, охлаждение и желание новой добычи. И новая погоня. Конечно. А инстинкт самосохранения проявляется в том, что коллекционер собирает из разрозненных элементов единое целое. И на самом деле коллекция в целом, она не равна сумме своих составляющих. То есть это само по себе отдельное произведение искусства. Есть вообще какой-то типичный образ настоящего коллекционера? Ну, на самом деле их можно, конечно, типизировать. И есть два типа коллекционеров. Те, кто собирает для себя ради получения удовольствия, и те, кто собирает для каких-то иных целей. Это может быть как общезначимая цель, так и личное, например, инвестирование. Например, Третьяков. Братья Третьяковы, Павел и Сергей, они изначально собирали свою коллекцию с целью создания общедоступного фонда изящных искусств. И передали потом. Да, и потом они передали это городу Москве, и городская Московская дума этот дар приняла. Сейчас таких случаев, наверное, уже не происходит. Ну, я пока не знаю таких случаев, чтобы наши коллекционеры передавали свои личные коллекции в пользование обществу. Да? Конечно же, например, Леонид Михельсон построил ГС-2, да? Но его личных коллекций мы там не видели. Хотя на самом деле у него шикарно одна из лучших коллекций, в которую ходят импрессионисты и такие художники, как Кандинский. Если, например, говорить о Петре Авине, да, то он тоже собирает художников начала 20 века, и плюс у него коллекция русского фарфора, выкупленная на Сотбис в 2004 году. Представляешь, какое-то достояние. Таким не поделишься, конечно. А есть какая-то статистика, какие-то профессии, какие-то интересы у коллекционеров? Кто чаще всего становится коллекционерами? Да, как говорит статистика, чем выше в обществе образовательный ценз, тем больше процентов в нем коллекционеров. И при этом очень интересный факт, то, что не все народности подвержены коллекционированию. Ну, русские люди точно любили собирать. Да, русские люди в это число не входят, среди них другие народности. Плюс коллекционирование само по себе – это образовательный исследовательский процесс. Поэтому даже психологи рекомендуют поощрять детское увлечение коллекционированием. Но нужно понимать, что коллекционирование – это не собирательство всего подряд. То есть в основе коллекции всегда лежит какая-то концепция. Да? Собирать можно все, что угодно, но по определенным принципам. Интересно, а передается ли по наследству страсть к коллекционированию? Нет, страсть к коллекционированию по наследству не передается. Но наследники очень ценят то, что им достается от их предков за стоимость этих работ. Так, например, наследники одного еврейского коллекционера уже много лет судятся с венгерским правительством и венгерскими музеями, чтобы забрать те произведения, которые попали туда после Второй мировой войны. Стоимость, на минуточку, больше 100 миллионов долларов. Вопрос пока, видимо, еще не решается. Нет, они живут в США и судятся, соответственно, оттуда. Венгерское правительство никак не выражает желание вернуть то, что получили. А как с женщинами обстоят дела? Есть ли женщины-коллекционеры? Женщин-коллекционеров, конечно, значительно меньше с мировым именем. Да? Если говорить о соотечественниках, соотечественницах, то на
ум приходит прежде всего Даша Жукова. Но надо сказать, что большую часть своей коллекции она в свое время получила в подарок от своего мужа. Если это исторические персонажи, то, конечно же, это Екатерина II и княгиня Дашкова. Они собирали не только картины и скульптуры, но и предметы мебели, ювелирные украшения. Мы можем наблюдать часть из них в наших русских музеях. Ну и, конечно, моя любимица Пегги Гугенхайм. Она собирала работы модернистов, когда они еще только начинали и не были особо известными. В частности, американских экспрессионистов. Джексон Поллок был одним из художников, которых она поддерживала. Потом его работы стоили огромных денег, и она, конечно, понимала, что она раздаривала целое состояние. Сейчас работы из ее коллекции находятся в музеях Гугенхайма в Бильбао и в Нью-Йорке. Ну и она выходила за них замуж, за некоторых из них. Так ее мужем был известный сюрреалист Макс Эрнст. Очень приятная особенность, да, уметь коллекционировать и выходить замуж. Дорогие друзья, если и вы чувствуете, что у вас просыпается инстинкт к охоте и коллекционированию, присоединяйтесь к обществу коллекционеров, а если чувствуете, что вам нужна какая-то поддержка, обращайтесь к профессионалам. На этом наша пятиминутка окончена. Помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Всем пока! С вами были Наталья Ливанова и Мария Авилова. До встречи на канале. Ты как наши преподаватели в шоу. Спасибо, Юля. Большое спасибо.